Если вам кажется, что малярия – это что-то такое из книжек про пиратов, приготовьтесь к неприятному сюрпризу. Ежегодно малярией заражаются больше 200 миллионов человек по всему миру. Вы не ослышались, больше 200 миллионов новых случаев. Конкретно 249 миллионов было в 2023 году. И ситуация не то чтобы улучшается. Если с 2000 по 2015 год наблюдались серьезные падения как заражений, так и смертей от малярии, то после 2016 года этот прогресс остановился, а после 2020 количество заражений начало опять расти. Большинство из вас никогда не сталкивались с малярией и весьма вероятно никогда не столкнутся. Но не потому, что это редкая болезнь. Просто вы живете в местах, где малярии или никогда не было, потому что там слишком холодное лето, или ее уже полностью уничтожили. Но достаточно вам поехать в отпуск и продвинуться подальше на юг, и противный писк комара в ночи будет означать серьезный риск здоровью. Малярия – это очень старая болезнь. Буквально у доисторических комаров внутри янтаря обнаружили малярийных паразитов. Им 30 миллионов лет. Малярийный патоген, одна единица малярии, называется плазмодием. Не бактерия, не вирус, а плазмодий – другая разновидность простейших. Крошечный паразит, похожий на амебу, но не амеба, плазмодий. Плазмодии малярии паразитируют на эритроцитах, красных кровяных тельцах. Они забираются в эритроциты и потребляют гемоглобин. О жизненном цикле малярии я расскажу подробнее чуть дальше. Сейчас вернемся к истории. Из-за того, что малярию вызывают не вирусы, а такой довольно-таки продвинутый по сравнению с вирусами, бактериями и некоторыми людьми организм, у малярии очень характерное течение. Ее сравнительно легко диагностировать по симптомам. Поэтому малярия, как отдельная болезнь, была известна людям с древности. Врачи в Древнем Египте, в Китае, в Европе описывали перемежающуюся или возвратную лихорадку, которую очень часто связывали с болотами. Болотная лихорадка, которая треплет своих жертв, вызывая страшный жар и озноб, а потом отпуская на день или два, а потом накидывается опять. И иногда больные оставались в этом хроническом состоянии подолгу, месяцами, годами, некоторые на всю жизнь. Другие же быстро умирали, особенно дети. Выздоровевшие долго чувствовали себя изможденными. Они еле могли ходить и выглядели так, как будто у них выпили кровь. Что неудивительно, учитывая то, что я вам уже рассказала о плазмодиях малярии. Они пожирали значительное количество гемоглобина, оставляя человека с сильным малокровием. Что весьма вероятно порождало вампирскую панику в некоторых населенных пунктах. Малярия наряду с туберкулезом подозревается в возникновении поверья о вампирах. На пике своего господства малярия существовала на всех континентах, кроме Антарктиды. Александр Македонский, Данте, Оливер Кромвель, Байрон, Шиллер и целый ряд римских пап и американских президентов или умерли от малярии, или чуть не умерли от малярии. В Древнем Египте малярия была прекрасно известна и широко распространена, и строителям пирамид давали много чеснока для ее профилактики. В Древней Греции к IV веку до нашей эры малярия так распространилась, что стала причиной упадка нескольких городов-государств. Гиппократ, тот самый, который клятва Гиппократа, классифицировал перемежающуюся лихорадку по периодичности. Терциана – лихорадка каждые 3 дня, и квартана – лихорадка каждые 4 дня. Эта классификация до сих пор используется в медицине, и теперь мы знаем, что эти два вида малярии вызываются 2 разными видами плазмодия. Гиппократ же считал причиной лихорадки дурной болотный воздух, и он вводит в язык медицины термин миазмы, от греческого миазма – загрязнение. В китайской рукописи IV века под замечательным названием Джоухоу Бэй Ци Фан
экстренные рецепты, которые нужно хранить в рукаве. Рекомендуют в случаях перемежающейся лихорадки принимать сок полыни. Это не тот вид полыни, который идет в абсент, но другой. В 2015 году китайский химик Ту Юю получит Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие артемизина, нового лекарства от малярии на основе артемизия аннуа, полыни однолетней. Это будет 4-я Нобелевская премия по малярийной тематике. К сожалению, в Европе этот вид полыни не рос. Европейцы маялись до самого открытия Америки. Некоторые смелые историки связывают малярию с падением Римской империи. Настолько хроническая перемежающаяся лихорадка истощила город и особенно его армию. Но не до того, как римские солдаты разнесли паразита по всей Европе аж по самую Британию. В средние века ситуация, разумеется, не улучшилась. В шекспировское время в Англии смертность от болотной или трехдневной лихорадки была сравнима с современной в экваториальной Африке. Шекспир упомянул о малярии в 8 своих пьесах. Тогда же малярия получила свое современное название, и оно происходит от выражения «mal-aria» – «плохой воздух» на средневековом итальянском. Малярия стала классическим заболеванием теории миазмов, предположение, что массовые заболевания вызываются плохим воздухом, в случае малярии с болот. Я уже подробно рассказывала о том, почему теория миазмов не глупость, а вполне обоснованная, хоть и ныне опровергнутая теория, в рассказе о холере. Сейчас только скажу, что люди рано заметили связь малярии и болот, но они не осознавали, что главную роль в передаче болезни играет не сам болотный воздух, а живущие в болотах комары. При этом похоже на то, что до прибытия Колумба в Америке не было малярии. По крайней мере, в медицинских книгах майя и ацтеков малярия не упомянута. Европейские поселенцы и рабы из Западной Африки занесли самые опасные штаммы малярии в Новый Свет в XVI веке, где они встретились с местными москитами, оказавшимися отличным переносчиком болезни от зараженных приезжих к ничего не подозревавшим индейцам. И малярия становится бичом тропических районов Америки. Но зато там обнаружилось волшебное лекарство, спасшее Европу. Хинное дерево – это такое вечнозеленое деревце, которое может вымахать до 15 метров в высоту. Оно произрастало в тропических лесах Анд. Его ботаническое название – цинхона – придумал Карл Линней, основываясь на популярной байке, что это растение вылечило жену графа Чинчона, испанского вице-короля в Лиме, в 1663 году. После чего графиня заказала большое количество коры и привезла ее в Европу. Но это легенда, которую не подтверждают никакие письменные источники, включая дневники самого графа Чинчоны. Задолго до того, как европейцы познакомились с хинным деревом, коренные народы Анд использовали измельченную кору хинного дерева как часть своего лекарственного арсенала. Об этом нам сообщил иезуитский монах брат Антонио де ла Каланча. В 1638 году он писал, что индейцы в Лохе кладут порошок коры весом около 2 монет в воду и пьют для лечения трясучки, озноба. Миссионеры-иезуиты, которые, как вы знаете, если смотрели видео про приключения итальянского художника-иезуита в Китае, были большими сторонниками научного образования и обмена опытом с местными, первыми начали распространять знания о коре хинного дерева в Европе. Из-за их роли хина стала известна как кора иезуита или иезуитский порошок. Иезуиты привозят хину из Лимы в Испанию, а оттуда она попадет в Рим. Иезуитский кардинал Хуан де Луга узнал о хине в 1643 году и стал ее ярым энтузиастом, за что получил прозвище «кардинал-порошок». По его просьбе врач Папы Римского провел анализ и испытания коры, дал положительный отзыв и поддержал ее распространение среди больных в Риме. И постепенно кора хинного дерева распространилась из Рима по всей Европе, а в течение 2 следующих столетий хина вместе с иезуитскими проповедниками и голландскими торговцами добралась аж до императорских дворов Пекина и Киото.
Из-за связи с иезуитами репутация хины в Европе зависела от страны. Католические страны, такие как Испания, Италия, Франция, приняли ее с энтузиазмом, в то время как протестантские страны, с подозрением относящиеся ко всему, что связано с обществом Иисуса, предпочитали мучиться от лихорадки. В Англии хину высмеивали как папистский порошок. Тем не менее, она там продавалась, и еженедельник «Политический Меркурий» в 1658 году опубликовал в 4 номерах объявление: превосходный порошок, известный под названием «порошок иезуитов», можно приобрести у нескольких лондонских аптекарей. По преданиям, король Англии Карл II, страдавший от возвратной лихорадки в 1679 году, выздоровел после тайного приема папистского порошка по рекомендации своего врача Роберта Талбора. В том же году Талбор был вызван во Францию, где вылечил от малярии сына Людовика XIV. Талбор был награжден королем 3000 золотых и пожизненной пенсией за его секретный рецепт. После смерти Талбора французский король обнародовал формулу лекарства: 7 граммов листьев розы, 2 унции лимонного сока и крепкий отвар коры хинного дерева, поданный с вином. Вино использовалось не для вкуса, а потому что некоторые алкалоиды коры хинного дерева нерастворимы в воде, но растворяются в этаноле. Тогдашние врачи мало что понимали в механизмах развития заболеваний и ничего не знали об алкалоидах и о том, как они влияют на малярийный патоген. Однако очевидные эффекты коры хины были неоспоримы. Температура падала, люди выздоравливали на глазах. Кора была импортной, дорогой, а поставки были непостоянными. Однако к концу 17 века хина стала стандартным продуктом в европейских аптеках. Кора хинного дерева превращается в ценный товар, вокруг которого разгораются шпионские страсти. Если вам нравится это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я каждую неделю выкладываю новые рассказы об истории культуры, технологий, науки, медицины. На YouTube, Бусти и Патреоне, и больше нигде. Загляните вниз в описание, чтобы узнать о моих других проектах. Возвращаемся к контрабандистским приключениям. В течение более чем 2 столетий после того, как миссионеры-иезуиты впервые привезли в Европу иезуитскую кору, склоны Анд оставались единственным местом в мире, где росли хинные деревья. Торговля корой хинного дерева была прибыльной и стратегически важной. И по мере расширения империй потребность в поставках хины возрастала, а цены росли. Европейские страны начали активно задумываться о том, чтобы вырастить хину где-нибудь поближе и на своих территориях. Чтобы сохранить монополию, Перу и Боливия с начала XIX века запретили экспорт семян и саженцев хинного дерева. Голландцы первыми приступили к решительным контрмерам. В 1852 году правительство Нидерландов направило немецкого ботаника Юстуса Карла Хаскарла в Перу и Боливию. Хаскарл, под видом невинного ботаника, изучающего американскую флору, рыскал по лесам Анд в поисках семян и молодых растений цинхоны. Ему удалось их найти, упаковать и отправить на голландскую Яву. Но семена хинного дерева оказались исключительно нежными и теряли всхожесть всего за несколько недель, а до Явы надо было плыть месяцы. Большая часть его трофеев сгнила в пути. И все же в 1854 году Харкаслу удалось доставить на Яву несколько живых растений. В основном это была цинхона колесая, желтая хина, вид который содержит относительно небольшое количество хинина. Это было так себе начало, но хоть что-то. Тем временем британское правительство подсчитало, что Британская империя несла потери от 52 до 62 миллионов фунтов стерлингов в год из-за заболеваний малярией. Невозможно было строить империализм в таких условиях. В 1860 году британцы организовали собственную контрабандную экспедицию. Миссия была поручена Клеменсу Маркхэму, молодому географу и искателю приключений. Маркхэм отправился в перуанские Анды, где подкупом попадал в хинные рощи и собирал саженцы и семена.
упакованные в вардовские футляры, миниатюрные теплицы, предназначенные для перевозки нежных растений. Его добыча была тайно отправлена в Калькутту. Смертность среди саженцев была высокой, но выжило достаточно, чтобы основать собственные британские плантации хины в Индии и на Цейлоне. Но гонка на этом не завершилась. Чарльз Леджер, английский торговец, который десятилетиями жил в Южной Америке, давно поддерживал дружеские отношения с местными собирателями коры. Примерно в 1865 году его доверенный помощник Мануэль Инкра Мамани собрал в Боливии семена превосходного сорта, позже названного Чинчона леджериана. Кора этих деревьев была необычайно богатой хинином, гораздо более сильным, чем у видов, добытых Харкаслом и Мархэмом. Этот вид содержал в коре до 13% хинина. Мамани поймали, арестовали и избили так, что он скончался от полученных травм. Леджер избежал ареста, но он не смог договориться с британскими чиновниками и продал семена голландцам, которые привезли их на Яву, вырастили черенки и привили на уже хорошо акклиматизировавшиеся старые растения, и Голландия обошла Англию на повороте. К началу 20 века Нидерланды контролировали почти весь мировой рынок хины. К 1930 годам голландские плантации на Яве производили 22 миллиона фунтов коры хинного дерева, что составляло 97% мирового производства. К этому времени люди уже перестали пить просто толченую кору в вине, настоянному на розовых лепестках. Еще в 1820 году французские исследователи Пьер Пелетье и Жозеф Каванту впервые выделили активный алкалоид из коры Cinchona pubescens и дали полученному веществу название – хинин. Название произошло от оригинального слова на языке кичуа – кина – кора. Выделение хинина стало поворотным моментом в лечении малярии. Теперь можно было давать лекарства в стандартизированных дозах. Уже в 1820-30-х годах начали производить хинин в кристаллическом виде. Сначала его продавали в порошках, а к середине века хинин стали прессовать в пилюли и таблетки. В аптеках Российской империи, Германии и Франции выписывали таблетки хинина, принимать которые было куда приятнее, чем убер-горький порошок. Тогда же, в середине XIX века, началось широкомасштабное использование хинина для профилактики малярии. Хинин сыграл значительную роль в колонизации Африки европейцами. Благодаря хинину Африка перестала быть могилой белого человека. Хинин открыл колонистам новые возможности для вторжения на Золотой берег, в Нигерию и другие регионы Западной Африки. Как же, собственно говоря, работает хинин? Давайте углубимся в личную и общественную жизнь малярийных плазмодиев. Жизненный цикл малярийного плазмодия заковырист и многофазен. Он включает в себя двух хозяев – человека и самку комара рода Анофилис. Почему именно Анофилис? Потому что в комарах других родов плазмодии жить не могут. Они перевариваются у них в желудке вместе с всосанной комаром кровью. Анофилис – единственный род, в котором плазмодии выживают. Почему именно самка? Потому что у комаров только самки сосут кровь, им нужна энергия, они на кето. Самцы комаров питаются цветочным нектаром, как бабочки и дюймовочка. Когда малярийный комар кусает человека, вместе со слюной, которая мешает крови сворачиваться, она вводит в организм зародышевые формы паразита. По кровотоку они быстро добираются до печени и начинают там размножаться. Человек при этом ничего не чувствует. Эта печеночная, скрытая стадия малярии может продолжаться дни, иногда месяцы. И поэтому малярия так успешно путешествовала с континента на континент. Наконец, взрослые заматеревшие паразиты разом выходят из печени в кровь и проникают в эритроциты, красные кровяные тельца. Там они потребляют гемоглобин, делятся и разрушают клетку. Когда зараженные эритроциты лопаются, новые паразиты массово выбрасываются в кровь вместе с продуктами распада.
Именно это вызывает приступ малярийной лихорадки. Наш иммунитет обалдевает от такого нашествия, и у нас резко повышается температура. Но затем новое поколение плазмодиев прячется по эритроцитам, и иммунный ответ затихает. Температура падает на день или два, пока плазмодии не разрушат свои эритроциты, размножатся и выбросят в кровь очередное поколение паразитов. И приступ повторится. Длительность такого цикла зависит от вида плазмодия. Иногда лихорадка повторяется через день, иногда через 2 дня на третий. Самые же тяжелые тропические варианты малярии дают почти непрерывную, очень сильную лихорадку. Именно от нее сейчас гибнут дети в экваториальной Африке. Так вот, что же делает хинин? Точный механизм действия хинина до конца не выяснен. Хотя я уверена, что в комментариях найдутся люди, которые точно знают, как все на самом деле. По всей видимости, когда плазмодий ест гемоглобин, при этом высвобождается побочный продукт – свободный гем, смертельный для самого паразита. Чтобы не погибнуть, плазмодий превращает гем в кристаллическую безопасную форму – гемозин. Хинин же мешает паразиту превращать свободный гем в гемозин. В итоге в клетке скапливается токсичный гем, и паразит отравляется собственными отходами. Впервые плазмодий малярии обнаружил в 1880 году французский врач Шарль-Луи Альфонс Лаверан, работавший в военном госпитале в Алжире. Он увидел микроскопических паразитов внутри эритроцитов людей, больных малярией, и заметил, что хинин удалял паразитов из крови. Лаверан назвал этот организм Ascellariae malaria, его потом переименуют, и предположил, что малярия вызывается этим патогеном. За свое открытие Лаверан был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1907 году. Это будет вторая малярийная Нобелевка, а первую Нобелевскую премию за малярию получил британец Рональд Росс, доказавший, что малярию переносят комары. Между прочим, доказать, что малярия разносится комарами, было исключительно нетривиальной задачей. Вы понимаете, что для этого нужно было заглянуть в слюнные железы комара. И не всякого комара, а которого предварительно заразили малярией. Сэр Рональд Росс, британский военный хирург родом из Индии, обычно является лицом малярии. Именно он получил Нобелевскую премию 1902 года за доказательство того, что именно комары переносят малярию. Но это не было открытие одного человека. И вокруг той Нобелевки разразился порядочный скандал. Идея о том, что комары могут быть переносчиками человеческих заболеваний, возникла впервые в 1881 году, когда кубинский врач Карлос Хуан Финлей публично высказал гипотезу о том, что комары являются переносчиками желтой лихорадки. Он был абсолютно прав, но его обсмеяли все его коллеги. Дело в том, что Финлей не опирался ни на какие лабораторные исследования. Ему нечем было подтвердить свою абсолютно верную догадку. В 80-х годах, даже после того, как были обнаружены малярийные плазмодии, и стало ясно, что малярия передается не через зараженный воздух, а с совершенно конкретными паразитами, большинство людей все-таки считало, что этих паразитов люди или выпивают вместе с водой, как холерные вибрионы, или вдыхают вместе с воздухом. Когда американский врач Альберт Фримен Африканус Кинг выдвинул предположение о том, что малярия передается комарами, и предложил полностью покрыть Вашингтон, столицу США, гигантской сеткой для защиты города от комаров, мировая общественность смеялась в голос. Первое убедительное научное доказательство того, что комары могут быть векторами, то есть разносчиками паразитов человека, сделал шотландец Патрик Мэнсон во время своей работы в Китае. Мэнсон, долго проработавший на Дальнем Востоке в качестве врача на таможне, показал, что комары переносят возбудитель слоновой болезни – филариозного червя. Это было абсолютным прорывом в медицине. Но Мэнсон, кстати, не думал, что передача болезней происходит через укус. Он думал, что комары
умирают в воде, и эту зараженную воду потом пьют люди, и таким образом слоновая болезнь передается от человека к человеку. Когда Мэнсон вернулся в Англию, его внимание привлекла малярия, и он начал осознавать значение своего открытия для поиска вектора малярии. Он выдвигает предположение, что малярия передается также. Комары заражаются паразитами от людей, потом умирают, заражают воду, и новые люди потом заражаются через грязную воду, в которой погибли зараженные комары. К сожалению, Мэнсон не смог проверить свою теорию экспериментально, поскольку в тот момент в Англии малярии уже не было. Но, к счастью, он встретил британского военного хирурга Рональда Росса, который был в отпуске со службы в Индии. По рассказам, в ноябре 1894 года он поделился с Россом своей идеей. Он хлопнул его по плечу и сказал: «Знаешь, я сформулировал теорию, что комары переносят малярию». Росс вернется в Индию и как одержимый накинется на работу. В 1895 он найдет плазмодий малярии в комаре. В июле 1897 года Россу удалось заразить комаров от пациента по имени Хусейн хан. После чего его работа была прервана, потому что его перевели в Калькутту, где малярии не было. Росс очень расстроился. Ему посоветовали продолжить эксперименты на птицах, потому что птицы тоже заражаются малярией, тоже от комаров. И именно на птицах Росс показал, что комар передает паразитов малярии от больных к здоровым. И он же убедился, что паразиты высвобождаются из слюнных желез комара во время укуса. После чего итальянец Джованни Баттиста Грасси показал, что малярия человека может передаваться только комарами рода Анофилис. В 1898-99 годах Бастианелли, Биньями и Грасси первыми наблюдали полный цикл передачи малярии от комара к человеку и обратно. Нобелевская комиссия хотела разделить премию по медицине 1902 года между Россом и Грасси. Но Росс, будучи эксцентричным гением, как называли его доброжелатели, или эгоистичным психом, как называли его все остальные, поднял жуткий скандал и смог с высоты медицинского авторитета его нации, поскольку Британия тогда еще была впереди планеты всей, а Италия была страной, откуда люди толпами бежали в Америку, убедить всех, что Грасси и его группа фактически скоммуниздили его идею, продавить Нобелевский комитет и добиться того, чтобы Нобелевская премия была вручена только ему. Сейчас большинство людей считает, что это было несправедливо. При этом Росс был совершенно фанатичным исследователем, он сам тяжело болел малярией, и он провел колоссальную работу, скармливая кровь больного малярией разным группам комаров, то есть Нобелевку ему дали не зря. Но он не единолично открыл, что малярия разносится комарами, не он один. Эта история навела меня вот на какую странную мысль. Мы живем, совершенно не осознавая, что внутри нас постоянно идет микроскопическая жизнь. То есть мы знаем теоретически, что внутри нас живут миллионы микроорганизмов. Но по большей части мы ощущаем свое тело как некий единый цельный объект с единым мозгом, создающим программу жизни. Но на самом деле какие-то крошечные существа внутри нас имеют свои задачи, проблемы, товарищей, врагов. Они борются за существование, совершенно игнорируя наши с вами интересы и чувства. Для них одна клетка нашего тела – это как дом, каждый орган – как город. А все наше тело – это планета. Им дела нет до этой планеты, и иногда их эгоистичные задачи начинают доминировать над нашими, и мы заболеваем. И вся наша большая жизнь идет под откос из-за эгоизма каких-то невидимых глазом существ. А поэтому берегите нашу планету Землю. Не живите как плазмодий малярии, который может убить хоста, преследуя свои мелкие интересы. Всего вам доброго. До новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне.
Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Boosty умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Boosty или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!